Всем привет! В эфире новостной обзор команды агентства Prestige Model Agency. Мы собрали для вас самые яркие события этой недели и последних дней в клубной индустрии. Если вы работаете хостес, танцуете в клубах или хотите полететь, наверняка вам будет полезен и интересен наш эфир. Новость номер 1. Наконец-то появилась долгожданная классная вакансия для счастливых обладательниц американской визы. Танцовщица Go-Go. В Нью-Йорк, район Бруклин, требуются девушки старше 18 лет, которые имеют свое жилье, либо имеют возможность арендовать это жилье. Так как район очень классный, элитный, здесь оставляют шикарные чаевые, здесь отдыхает очень элитная, интересная публика. Вы сможете классно устроиться, классно работать, при этом в клубе очень скромный, маленький хаус-фи. Македония. Наверное, уже многие слышали про нашумевший депорт, состоявшийся буквально на днях. В клубах Тетова и города Охрид состоялся большой полицейский рейд, в ходе которого было задержано около 100 девушек из СНГ. Таких внушительных и страшных, я бы даже сказала, цифр ранее за всю историю клубов вообще не было. С чем это связано? Связано это с политической обстановкой в стране, ввиду того, что в марте здесь состоятся выборы, есть две противодействующие партии, которые ведут вот эти вот политические игры, где вставляются друг другу палки в колеса, и клубная индустрия была одной из сфер, на которую можно повлиять, так как это сфера бизнеса, сфера коммерческого дохода. Соответственно, здесь тоже вовлекли и клубы в том числе. Поэтому, в принципе, да, не надо бояться, что эта история повторится. Это история, которая точечно имела место быть, и, к сожалению, от нее никто не может быть застрахован. Понятно, что ситуация сложная, неприятная, волнительная. Если клубы Тетова делались сравнительно легко, там девочек буквально 1-2 дня, их отпустили с небольшим, довольно скромным штрафом, дали время на то, чтобы те отправились в отель, собрали вещи и отправились домой, то клубы Охрида пострадали в большей степени, и там девочки задержаны были довольно-таки надолго. При этом первое время вообще сопротивлялись в полиции предоставлять связь с ними, но силами наших партнеров, за что им огромная благодарность, был налажен контакт, и девочкам передавали вещи первой необходимости, плюс соки, воды, сэндвичи, питались девочки 3 раза в день как минимум, поэтому хотя бы здесь за это уже спасибо. Плюс в эту пятницу большинство уже улетели домой, и из клуба Охрида тоже. Большинство девчонок, попавшие под эту проверку, под этот депорт, уже дома. При этом подано заявление на аннулирование депорта. Порядка 50 человек. Эта тема все еще прорабатывается, этим вопросом занимается. Мы со всеми на связи. У кого есть какие-то вопросы, проблемные ситуации, пожалуйста, пишите. Будем прорабатывать точечно каждый вопрос. Напоминаю вам, что сезон тропиков в самом разгаре. Все больше туристов летит сюда, и поэтому все больше запросов из клубов азиатских стран мы получаем. Таиланд, Сингапур, Китай, Гонконг. Требуются девочки как танцующие, так и хостес. Хостес с приватами работают в Таиланде, хостес работают в Сингапуре и в Китае. Сюда огромный спрос сейчас на девушек из СНГ. Классные условия, классная возможность зарабатывать и провести зиму в тепле. За окном в этих странах сейчас как минимум плюс 28, плюс 30, температура воды от 25 градусов. И немного лирического отступления. Италия. Фонтан Треви за 2023 год заработал 1,6 миллионов евро. Неплохой годовой доход для фонтана, правда? Поэтому это вам может быть таким символом и знаком, что в Италии все еще есть те самые богатенькие гости, которые ждут, возможно, именно вас. Клубы привлекают все повышающимися и растущими фиксированными ставками. Таких высоких ставок, как в Италии, сейчас нет вообще больше нигде.